Приветствую всех на своем канале. С вами я, Алексей, и сегодня у нас в мастерской будет необычно. Знаете, обычно ко мне приходят с заказами на всякие серьезные вещи. Ворота, мангалы, перила, каркасы для стола. Ну, иногда, конечно, просят что-то эдакое. Звонит мне тут на днях заказчица. Говорит, хочу ключницу по игре в кальмара. Я такой, о, отличная идея. Сделаем в черном матовом цвете. Брутально, с зачищенными швами, что прям веяло безысходностью и сталью. А она в ответ после небольшой паузы так спокойно, нет, хочу ярко-розовую. Я на секунду даже дар речи потерял. Розовый? Серьезно? Сварка, металл, суровый сериал и розовый. Но потом подумал, а почему, собственно, и нет? Желание клиента — закон. Особенно если у клиента хороший вкус на нестандартные решения. Вызов принят. Будем делать брутально-гламурную ключницу. Сердце этой ключницы — 3 знаменитые фигуры. Круг, треугольник и квадрат. Так, наши участники игры готовы. Пора собирать их вместе. Раскладываю все на идеально ровном столе. Тут спешка — главный враг. 1 миллиметр в сторону, и вся конструкция поведет. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз прихвати сваркой. Пока я тут творю геометрическое безумие, давайте-ка вспомним, что они вообще значат в сериале «Игра в кальмара». Эти символы не просто так, это же целая иерархия. Круг — это обычные работяги, муравьи системы. Самый низший ранг выполняет всю грязную работу. Треугольник — это солдаты, вооруженная охрана. Эти ребята уже имеют право голоса. Ну, или как минимум право нажать на курок. А квадрат — это менеджеры, начальники. Они следят за порядком и отдают приказы. Кстати, интересный факт. Эти символы не случайны. Они взяты из корейского алфавита и являются буквами в названии самой игры в кальмара. На корейском «Ojingo Game». Так что тут все продумано до мелочей. Сериал, кстати, задумывался еще в 2008 году, но сценарист Хван Дон Хёк долго не мог найти продюсеров, потому что идея оказалась слишком жестокой и нереалистичной. А теперь это мировой феномен. Вот вам и наглядный пример того, что никогда не надо сдаваться. Нарезал заготовки под нужным углом, а теперь обязательный ритуал — зачистка. Снимаем заводской налет, убираем всю грязь, подготавливаем кромки. Запомните, чистый металл — это залог крепкого и красивого шва. Это как фундамент у дома. Схалтуришь здесь, потом все развалится. Итак, в основе у нас будет рама из профильной трубы 20 на 20. Металл надежный, как швейцарские часы. Только наш, родной. Теперь начинается самое интересное — сборка. Здесь уже нужна точность. Каждый шов, каждый угол — это не просто соединение. Это вклад в будущее этой ключницы, которая будет висеть где-то в прихожей и хранить чьи-то драгоценные ключи. Так что халтурить тут никак нельзя, а то ключи потом потеряются. Ну и пока я тут варю, вот вам еще пара фактов. Помните номер телефона на визитке, по которому звонили участники? Так вот, он оказался настоящим. Владельцу номера после выхода сериала звонили тысячи людей. Netflix потом пришлось вырезать эту сцену и заменять номер. Или вот еще. Эти знаменитые зеленые спортивные костюмы участников и розовые комбинезоны охранников.
Режиссер выбрал их, потому что они напоминали ему школьную форму в Корее 70-х годов. Это создает атмосферу детской площадки, где происходят совсем не детские вещи. Такой вот контраст, прямо как у нас сегодня. Брутальный металл и розовый цвет. Вот пока я тут кропотливо собираю эту игрушечную ключницу, знаете, что я вам скажу? Сварка — это не просто работа, это искусство. Когда ты видишь, как два куска металла становятся одним целым, как металл плавится и застывает, образуя идеальный шов, это же почти магия. Ну, или физика, но звучит как магия. А вот эти все разговоры про «сварщик» — это опасная работа. Да, опасно, если ты без головы работаешь. А если с головой, это так же безопасно, как смотреть сериал «Дома на диване». Ну, может, чуть горячее и намного интереснее. Продолжаю сборку нашей ключницы. Выставляю зазоры, чтобы все идеально совпало. Уже начинает вырисовываться итоговый результат. Но какая же ключница без крючков? Делаем их из стального прутка. Простые, надежные, вечные. На такое можно повесить не только ключи от квартиры, но и от гаража, где стоит машина мечты. И даже если машины пока нет, крючок уже будет. А это, знаете ли, мотивирует. Теперь нужно сделать крючки одного размера. Отрезаю при помощи болгарки все лишнее. Необходимо определиться с высотой крючков. Я это делаю на глаз, чтобы визуально было красиво и функционально. Высчитываю равномерное расстояние между крючками. Ставлю метки, где буду приваривать крючки. Теперь начинаю приваривать крючки к нижней части рамки. Ну вот и все. Конструкция собрана. Все швы проварены и зачищены, геометрия на месте. Наша ключница готова. Теперь ей нужно придать лоск и тот самый неповторимый цвет. Самый пыльный, но очень важный этап — финальная зачистка. Убираем все сварочные артефакты, сглаживаем швы. Поверхность должна быть идеально гладкой, чтобы краска легла ровно. Это как подготовка холста для художника.
А теперь магия. Порошковая покраска. Сухой порошок с помощью статического электричества прилипает к металлу, а потом все это запекается в печи при высокой температуре. Такое покрытие не боится ни царапин, ни влаги, ни времени. Это броня для нашей ключницы. И цвет. Да, тот самый. Ярко-розовый. И вот он, финальный результат. Но что я могу сказать? Я сам удивлен, насколько круто это смотрится. Брутальная форма из металла и этот вызывающий сочный розовый цвет. Получилось дерзко, стильно и абсолютно уникально. Заказчица будет в восторге. Ну что, друзья, вот такая история о том, как суровый металл примерил на себя гламурный наряд. Если вам понравилось это видео и вы тоже считаете, что стереотипам не место в мастерской, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще много металла, сварки и безумных идей.